Всем привет, меня зовут Сергей Безбородов, я CTO и сооснователь краулера JetOctopus. Я хочу начать цикл небольших коротких видео, которые посвящены SEO, самым злободневным вопросам, основам, так сказать, но не запихивать это в длинный формат вебинаров, готовиться к ним полгода, делать кучу данных, потом это все равно большинству как бы не хватает времени посмотреть. А мы начнем техничку влог, это небольшие видео, которые можно посмотреть утром за чашкой кофе или чая, и который рассказать достаточно такие стандартные темы, которые, в принципе, все знают, но которые не совсем однозначны, как может показаться на первый взгляд. И самую первую тему, которую я выбрал, это структура сайта в теории и на практике. Структура сайта одна из наиболее часто встречаемых, так сказать, формулировок, упоминаний, когда мы говорим о технической там on-page оптимизации сайтов. И кажется, она достаточно понятная и не вызывает вопросов. Но я хочу вам показать немножко структуру с другой стороны. Самую простую картинку, которую мы всегда видим, когда говорим о структуре сайта, это то, что у нас идут как бы равномерно странички, начиная от главной страницы, потом идут страницы на первом уровне клика, на втором и так далее. И как бы равномерно так странички растут, это древовидная структура, у вас, например, тут главная, тут идет каталог, тут идет там подкатегории, и идут там на третьем уровне клика, идут уже страницы товаров. То есть четко, понятно, все так себе представляют. Каждый считает примерно, что у него сайт выглядит так же красиво, логично и понятно для Гугла в том числе. Но на практике структура начинает быть сложнее. То есть вложенность по кликам – это проблема у 9 из 10 сайтов, если не 99 из 100, в которые не прорабатывали его. И это все выходит в то, что очень большой хвост получается, например, там после 5-го, после 6-го клика может идти хвост страниц там до 30-го, до 50-го клика. И очень сильно как бы увеличивает вложенность сайта. Почему так важна вложенность? То есть мы потом отдельно поговорим видео по данным из лог-файлов, то есть из лог-файлов, которые мы смотрели за Гуглом, за Яндексом, и там вложенность это там наиболее важный фактор, который влияет на краулинг ботом. Но просто представьте, как Google узнает о всех страницах вашего сайта, когда вы сделали новый сайт. То есть он банально пойдет на главную страницу, после этого он пойдет по ссылкам с главной страницы на следующий уровень, на следующий и так далее глубже. И когда он, грубо говоря, там дойдет уже до 15 уровня, есть очень большой риск, что он уже начнет, как сказать, то есть не все страницы брать так далеко от главной страницы. То есть по логике, что если у вас страница находится так глубоко в структуре, то и пользователь до нее, скорее всего, не дойдет, и как бы вы ее сами считаете неважной таким образом. То есть техническими факторами говорите, что эта страница в очень глубине большой. Но структура еще усложняется, когда мы добавляем страницы с ноиндексом. То есть мы представим, что у нас идет Google до 4 уровня, он доходит, у нас появляются страницы, которые закрыты от индекса, то есть, например, там robots.txt или у вас там noindex nofollow, и в то же время у нас есть страницы, которые мы можем вот здесь увидеть, которые доступны ссылки только с неиндексируемых страниц. И, грубо говоря, стандартным путем, то есть там без сайтмапов или еще каких-либо внешних ссылок, бот в принципе не узнает о вас об этих страницах. И как бы это одна из причин, почему у вас не все страницы как бы ботом краулятся, не все они потом впоследствии залетают в индекс. Но мы можем всегда добавить sitemap. И очень часто sitemap это как вторая часть сайта, которая у нас есть структура, которая доступна с перелинковки от главной страницы, и у нас появляется sitemap, в котором часть страниц в sitemap будет доступна и в структуре, то есть и в левой области. Но другая проблема в том, что есть страницы оторванные, которые находятся только в сайтмэпе, и которые бот, в принципе, не может найти их от главной страницы. То есть это отдельный момент, мы это называем серой зоной, и у нее практически, в большинстве случаев есть проблемы с краулингом. И точно так же, как бы в сайтмэпе появляются неиндексируемые урлы и там прочий мусор. Но когда у нас сайт с историей, у нас появляется еще третья часть, это как оторванные страницы, которые вообще нету ни в структуре, ни в сайтмэпе, но они есть. Откуда их вы можете узнать? Самое банальное — посмотреть по логам. Во всех сайтах есть эти страницы, мы их называем там красной, розовой зоной, можно так сказать. То есть это страницы, на которых у вас уже нет в структуре, их нет в сайтмапе, на них нет никаких ссылок, там ни внутренних, ничего, но
Они у вас, возможно, были. Возможно, на них стоят ссылки какие-то внешние, и бот ходит по этим страницам. То есть вы, грубо говоря, когда краулите свой сайт там лягушкой, смотрите на него там какими-либо инструментами, то есть вам кажется, вот у вас тут есть такая четенькая структура, сайтмапом, все хорошо. Но есть еще другая реальность, есть страницы, которые исторически сложились, и которые нужно очень пристально смотреть, что там. Потому что, ну, часто там мусор бывает, часто там бывают хорошие страницы, и нужно понимать, как бы, что с ними делать дальше. Таким образом, резюмируя, структура – это фундамент сайта, и, например, все дальнейшие какие-либо там задачи по техничке, идеи, эксперименты, нужно отталкиваться от того, как, ну, сайт структурирован, какие в нем есть факторы внутренние, и что с этим делать. Следите за своей структурой, то есть банально потеряв, условно, у вас там программисты могут забыть виджет в каталоге, виджет перелинковки, у вас может там треть сайта улететь в оторванные страницы, и поменяются эти факторы структурные. И это очень сильно все влияет на поведение Google бота. То есть как ваш сайт краулится, как он воспринимается ботом, какое у вас итоговое количество страниц доступно для бота. Это все начинается отсюда. То есть структура – это ваш фундамент, так что следите за ним, хорошо его цементируйте. В следующих видео мы поговорим о других популярных темах, например, таких как там, время загрузки сайта, на что оно влияет и какое вообще бывает время загрузки сайта. Мы обязательно будем очень много говорить о лог-файлах, какие из них мы получаем информацию, какие можно решения принять, провести эксперименты. Поговорим о Cloudflare, для чего он, что он дает и какие у него могут быть минусы, и также многое другое. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, как там принято говорить, всегда в YouTube видео, и задавайте свои вопросы. Буду рад пообщаться. Всем спасибо, до свидания.